Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как я делала мак. Я недавно возвращалась домой вдоль речки и нарвала себе маленькие коробочки мака. Мне захотелось попробовать сделать их самой, сделать их побольше, но не особо у меня это получилось, поэтому я обязательно вам покажу, что у меня получилось, а вы уже скажете, делать ли что-то подобное или нет. Ну и после того, как они у меня не получились, я решила сделать сами маки. Тем более после видео про анимоны многие просили меня сделать именно красный мак. Я решила сделать этот мак немножко по-своему, посмотрела приблизительно на картинку и решила повторить. Ну а вы уже в комментариях пишите, хотите ли вы увидеть какой-то другой цветок, или возможно я не делала какой-то цветочек. Я обязательно попробую, буду пробовать, тем более что я многим обещала некоторые видео по цветам. Я постараюсь их в ближайшее время выпустить. Ну а сегодня у нас будут маки, и давайте приступать. Вот эти коробочки я нарвала вдоль речки, и я в дальнейшем планирую их использовать в своих зимних работах, в разнообразных елочках и топиариях, так как они сухоцветы, мне идеально подойдут. Ну и вот сами коробочки, которые я пробовала делать. Не знаю, что с ними сделать по-другому, не нравится мне верх моих коробочек, буду пробовать экспериментировать, надеюсь, я найду вариант, который мне понравится. Ну и сами маки вблизи. Мне очень нравится результат, который у меня получился, тем более на фотографиях или на полочке, как сейчас он у меня стоит, сдалека даже не разобрать, настоящий он или нет. Ну и давайте теперь перейдем к самим размерам нашего цветочка. Я для тычинок буду использовать тоненькую черную бумагу. Это обычная креповая бумага, которую можно купить в канцелярском магазине. Но вы же можете использовать любую черную бумагу, которая у вас есть. Это не принципиально. Я отрезаю кусочек 3 на 12 сантиметров и мелко-мелко-мелко нарезаю. Где-то менее 1 миллиметра у меня становятся тычинки. И сами листики. На один цветочек я использую 8 лепестков. Вы же можете размер выбирать любой. Я буду использовать для больших цветов размер 3 на 7 сантиметров. Вырезаю лепесток в форме капельки, растягиваю очень сильно сверху, делаю его неровным, таким кривым, потому что у мака сами по себе листья вообще непонятной формы. После того, как цветочек распустится, он становится очень-очень мятым. И загибаю снизу приблизительно на миллиметров 5. Нам удобнее потом будет их приклеивать. Ну и для того, чтобы покрасить наши лепестки, я использую черный контур. Это акриловый контур, или вы можете использовать любую акриловую краску или гуашь. Но если вы используете гуашь, не используйте воду, для того, чтобы наш лепесток не размок. Я наношу на кисточку и делаю, так сказать, мазок на своем лепесточке. У нас не должно быть четких линий. Мне еще в интернете понравились цветы мака в розовых таких или желтоватых оттенках. Смотрится тоже очень красиво. После этого оставляю все свои лепестки сушиться, и когда они у нас уже все готовы, начинаем приступать к самой серединке нашего цветочка. Для серединки я буду использовать шарик приблизительно 1,5-2 см в диаметре. Но мне кажется, очень большим его делать не надо, чтобы наш цветок выглядел более реалистично и более аккуратно. И немножечко я наш шарик делаю плоским, чтобы в дальнейшем с ним было удобно работать. И еще самое важное, что я использовала для своего мака, большую портновскую иглу и самые обычные черные нитки. И перед тем, как приклеить нашу серединку к проволоке, я делаю дырочку, не маленькую такую дырочку насквозь, для того, чтобы в дальнейшем нам было удобнее работать. После этого наношу капельку клея и вклеиваю туда проволоку. Толщина проволоки может быть любой. Посмотрите на настоящий мак, он есть разнообразный. Беру кусочек бумаги размером 2 на 7 см, скручиваю в серединке и заворачиваю нашу конфетку, так сказать. Кстати, в этих работах вы можете использовать конфетку. Хотя нет, не можете, мы же будем дальше прошивать. Только если вы будете свой мак делать без нитки. Снизу я все хорошо подклеиваю, и теперь идет в ход иголка. Я иголкой намечаю, где у меня была дырочка посередине, и начинаю прошивать. Не знаю, почему я решила так сделать, мне почему-то показалось, что это более реалистичный вариант, хотя может и нет. Каждый может выбрать свой способ создания серединки мака. Но еще если вы не хотите делать именно ниткой, вы можете взять любую черную краску и нарисовать полосочки именно краской.
И после того, как у нас все готово, я начинаю приклеивать сами тычинки к нашему цветочку. Наношу снизу клей и все хорошенечко вокруг приклеиваю. После того, как я все приклеивала, я рукой поднимаю все тычинки кверху и немножко обрезаю, чтобы они у нас были более ровные и не такие длинные. Тогда сама серединка будет более аккуратная. И уже начинаем приклеивать сами лепестки. Первый ряд это у нас 4 лепестка, которые я приклеиваю друг возле дружки и начинаю приклеиваю сначала один лепесток, напротив приклеиваю второй лепесток и также еще 2 лепесточка. Ну и потом вторым рядом я приклеиваю еще 4 лепестка между лепестками первого ряда. Приклеили все лепестки и делаем чашелистик. Я его приклеиваю каждый лепесток по отдельности. Размером каждый лепесток у меня приблизительно 1 на 4 сантиметра. Я ногтем немножко выгибаю один край и уже снизу буду подклеивать. Ну и затем я тейпирую саму ножку нашего цветочка. Тейпирую я тоже гофрированной бумагой. Отрезаю приблизительно 1 сантиметр, растягиваю и приклеиваю к нашей ножке. Ну и как же наш мак без самого листика? Берем произвольный отрезок, у меня это 6 на 9 сантиметров, разрезаю поперек наш лепесток и наношу клей. Также я беру тоненькую проволоку, чтобы наш лепесток можно было загнуть в любую сторону. Приклеиваем проволоку, быстренько накрываем сверху второй частью нашего лепесточка и хорошенечко склеиваем. И в этот момент смотрите, если вы так же, как и я в этот раз делали очень медленно, у вас может клей не приклеить проволоку, и вам придется также еще нанести немножко клея. Снизу я оставляю где-то проволоки 3 сантиметра, чтобы она у нас никуда не выскочила, и лепесток держался крепко. И уже после этого я начинаю вырезать сам лепесток. Я вырезаю все на глаз, приблизительно делаю форму лепестка. Посмотрите, какой он в реальности у мака. Для удобства можете поискать в интернете и распечатать трафарет. Я этого не делала, я почему-то не люблю трафареты, мне кажется, это делает очень длинную работу и занимает больше времени. Мне удобнее все делать это на глаз.
Вырезаем наш лепесток, и можно его уже приклеить к самому цветочку. Наношу на лепесток тоже небольшую капельку клея, приклеиваю и затем тейпирую уже до конца свою ножку бумагой. И на этом наш цветочек будет готов. Загибаю, выгибаю. Также я делала маленький цветочек. Размеры на этот цветочек я оставлю в описании к этому видео. Ну а если вам понравился мой вариант, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!